Операция «Свобода». Войны как бы нет, но она как бы продолжается. Трамп объявил, что США разблокируют Ормузский пролив. Иран рапортует о перехвате американских кораблей. Что там на самом деле происходит? Европа наблюдает за происходящим в Ормузском проливе и требует разблокировать судоходство, иначе мировая экономика не выдержит. Сенсационный саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Заявление Пашиняна и Алиева. Почему глава Азербайджана готов разорвать отношения с ПАСЕ и Европарламентом? Зеленский в Ереване – первый визит президента Украины за четверть века. И предупреждение Москве – парады в наше время – это дело рисковое. Дрон по высотке на Мосфильмовской, десяток эшелонов московской ПВО оказался дырявым. Адвокат Трампа и легендарный мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу. Фанаты Интера празднуют победу своей команды в Милане. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо. И начинаем. Ормузский пролив остается практически пустым, несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что США начинают сопровождение судов. По данным мониторинга судоходства, утром через пролив прошел лишь один танкер, и фактически движение остановлено. Вашингтон заявляет о готовности обеспечить безопасность. Центральное командование США говорит о задействовании эсминцев с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и беспилотных платформ. Но конкретный механизм, как именно будут проводить суда, остается неясным. Командование военно-морских сил США на Ближнем Востоке через Объединенный центр морской информации выпустило уведомление, в котором предупреждает мореплавателей, что уровень угрозы в Ормузском проливе оценивается как критический из-за продолжающихся военных операций в регионе. Судам, проходящим через пролив, предписано обращать внимание на сообщения о возможных морских минах на маршрутах транзита и немедленно сообщать о любой подозрительной активности. Тегеран отвечает жестко. Военное руководство Ирана заявляет: любой проход только с согласования с иранскими силами. Мы неоднократно заявляли, что безопасность Ормузского пролива находится под контролем вооруженных сил Исламской Республики Иран. И при любых обстоятельствах весь безопасный проход координируется с вооруженными силами. Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, если они попытаются приблизиться и войти в Ормузский пролив, будут атакованы. Али Абдаллахи, представитель Объединенного командования Ирана. Одновременно звучат прямые угрозы. Любые иностранные военные, включая США, при попытке вмешательства могут быть атакованы. Корпус стражей Исламской революции публикует карту зоны, которую считает подконтрольной. Там прямо говорится, коммерческие суда будут в безопасности только при соблюдении правил, установленных Ираном. В противном случае риск силового задержания. МИД Ирана заявляет, что страна рассматривает себя как защитника пролива. Совершенно очевидно, что мир не принимает гуманитарные требования Америки и не верит, что Соединенные Штаты смогут выбраться из этой созданной ими самими трясины, которая создала множество проблем для нашего региона, для самой Америки и для международного сообщества, повторяя прошлые ошибки. Американцы уже должны были усвоить этот урок. В отношениях с иранским народом нельзя использовать язык угроз и принуждения. До 28 февраля Ормузский пролив был безопасным и надежным маршрутом для международного судоходства, не вызывавшим никаких проблем. Международное сообщество должно привлечь к ответственности Соединенные Штаты и сионистский режим за создание нестабильности на этом водном пути, за проблемы, которые ощущаются во всем мире, и должно предотвратить дальнейшее усугубление существующей ситуации со стороны Соединенных Штатов. Безусловно, суда, судовладельцы и судоходные компании прекрасно понимают, что обеспечение их безопасности требует координации с соответствующими властями Исламской Республики Иран. Вопросы, которые упоминались, такие как, например, обогащение урана или другие вопросы, носят лишь предположительный характер. На данном этапе мы обсуждаем только полное окончание войны. Что касается дальнейшего направления наших действий, это будет решено в надлежащее время. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает последнее предложение США, обвинив Вашингтон в осложнении дипломатического процесса по прекращению войны. Да, мы получили ответ Соединенных Штатов через Пакистан. Позвольте мне пока не обсуждать представленные подробности, поскольку они находятся на рассмотрении. Однако вы можете себе представить, что Соединенным Штатам не просто отказаться от своей привычки предъявлять чрезмерные и необоснованные требования. Поэтому мы по-прежнему сталкиваемся со стороной, которая постоянно меняет свою позицию и поднимает вопросы, которые на практике могут сорвать любой дипломатический процесс. Параллельно Тегеран ведет консультации с Оманом, вторым государством, контролирующим выход из пролива. Американские и европейские аналитики отмечают, речь идет не столько о физическом сопровождении каждого судна, сколько о попытке изменить ситуацию психологически.
вернуть уверенность судоходным компаниям. Для этого США усиливают военное присутствие в воздухе и на море. Но пока эффект обратный. Судоходные компании избегают маршрута из-за риска атак дронов и малых катеров. Соединенные Штаты заявляют о начале операции по разминированию Ормузского пролива. По данным Центрального командования, через пролив уже прошли 2 американских корабля USS Frank E. Patterson Jr. и USS Michael Murphy. Вашингтон утверждает, что это часть миссии по очистке акватории от мин, установленных иранскими силами. Дональд Трамп также заявил, что минные корабли Ирана уничтожены. В настоящее время американские эсминцы с управляемыми ракетами действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках операции «Проект Свобода». Американские силы активно помогают восстановить транзит для коммерческого судоходства. В качестве первого шага 2 торговых судна под флагом США успешно прошли Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь. В то же время вокруг Ормузского пролива еще один виток напряжения. Иран заявляет, что его военно-морские силы заставили американский военный корабль развернуться у входа в пролив. Вот сообщение государственного телевидения ИРИБ. Военно-морские силы Ирана заявили, что предотвратили вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны военно-морских сил армии Ирана. Агентство Фарс утверждает, что по кораблю были нанесены ракетные удары у порта Джаск. Это южный вход в пролив, где базируются иранские силы. Однако Центральное командование США эти заявления полностью опровергает. Заявление. Иранские государственные СМИ утверждают, что корпус Стражей Исламской революции Ирана поразил американский военный корабль 2 ракетами. Правда, ни один корабль ВМС США не был поражен. Американские силы поддерживают проект «Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов. Соединенные Штаты эвакуировали 22 члена экипажа с иранского контейнеровоза «Туска» и передали их Пакистану. Об этом сообщил МИД Пакистана, назвав операцию «мерой по укреплению доверия». Пакистан содействует передаче иранских членов экипажа. В целях укрепления доверия со стороны Соединенных Штатов Америки 22 члена экипажа захваченного иранского контейнеровоза МВ «Туска» были эвакуированы в Пакистан. Лица, доставленные в Пакистан вчера вечером, будут переданы сегодня иранским властям. Иранское судно также будет отправлено обратно в территориальные воды Пакистана для возвращения первоначальным владельцам после необходимого ремонта. Возвращение беженцев координируется при поддержке как иранской, так и американской сторон. Пакистан приветствует подобные меры по укреплению доверия и будет продолжать содействовать диалогу и дипломатии, а также прилагать постоянные усилия по посредничеству в целях обеспечения мира и безопасности в регионе. Судно, входящее в санкционный флот государственной компании «Ирисл», было захвачено американскими силами в прошлом месяце у порта Чабахар в Оманском заливе. По данным пакистанской стороны, моряков доставили на ее территорию, после чего они будут переданы иранским властям. Само судно планируют перевести в территориальные воды Пакистана для ремонта и последующего возврата владельцам. Тегеран ранее резко осудил захват, назвав его незаконным и нарушающим международное право, и требовал немедленного освобождения экипажа и судна. А вот что, по мнению государственного иранского агентства пропаганды на зарубежные страны ВАНа, жители Тегерана думают об инициативе Трампа по разблокированию судоходства в Ормузском проливе. Сотрудники агентства уже традиционно опросили 2 жителей иранской столицы на улицах города. Я не думаю, что Трамп думает о чем-либо, кроме своих собственных интересов и денежных сделок, в которых он участвует. Более того, это человек, который говорит одно, а делает противоположное, и совершенно не привержен своим словам. Как говорил наш погибший верховный лидер, на Трампа нельзя положиться, с ним нельзя вести переговоры или диалог, и трудно понять, что на самом деле происходит у него в голове. Чем дальше Соединенные Штаты будут держаться от границ Ирана, будь то границы с соседними странами или морские границы, тем лучше это для безопасности страны. Отдельно следует отметить, что они должны вернуть заблокированные средства, снять санкции и выполнить все требования иранских чиновников. Но чем дальше они будут от Ирана, тем лучше. И с другой стороны, если наши чиновники будут действовать скоординированно, сформируют согласованный орган принятия решений и каким-то образом поддержат экономику, то, на мой взгляд, мы сами сможем сделать больше для помощи народу, чем Америка. Торговля и экономика тесно связаны с Ормузским проливом. Все с ним взаимосвязано. Если Ормузский пролив будет закрыт, или даже если там затонут 2 контейнеровоза, это повлияет на грузооборот. Все окажется на дне моря. Рынки также будут охвачены хаосом, и торговцы столкнутся с серьезными проблемами. Позвольте мне также сказать следующее. Трамп – ненормальный человек. Либо он не придерживается своих слов, либо, когда говорит, не принимает рациональных решений, действует импульсивно. Он именно такой человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран и США предпринять совместные усилия по возобновлению работы Ормузского пролива, заявив, что это единственное решение для окончательной разблокировки судоходства. Выступая в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, Макрон подтвердил, что Франция не будет участвовать ни в каких операциях с применением силы, в рамках которых, по его словам, ситуация неясна. Сегодня, глядя на ситуацию, если Соединенные Штаты хотят открыть или готовы вновь открыть Ормузский пролив, это очень хорошо. Именно этого мы добиваемся с самого начала, но мы не будем участвовать в каких-либо операциях с применением силы в рамках, которые, по моему мнению, не являются ясными. Поэтому мы создали специальную миссию, над которой работаем. Военное планирование проходило в Лондоне, но прежде всего мы хотим совместного открытия Ираном и Соединенными Штатами. Это единственное решение, которое позволит нам окончательно открыть Ормузский пролив, обеспечить свободное судоходство и сделать это без ограничений и без сборов. Мы, европейцы, создаем собственные решения в сфере безопасности. Именно это мы решили делать с 2022 года, создав Европейское политическое сообщество. Именно это мы сделали, сформировав коалицию желающих для предоставления гарантий безопасности Украине. Именно это мы сделали, создав специальную операцию и миссию по разблокированию Ормузского пролива. Это не реакция на кого-либо. Но европейцы берут свою судьбу в собственные руки, увеличивают расходы на оборону и безопасность и выстраивают собственные согласованные решения. И затем я хочу здесь вновь подчеркнуть, что крайне важно, чтобы режим прекращения огня в Ливане соблюдался. Прошлой ночью снова были десятки погибших. Крайне важно, чтобы перемирие соблюдалось. Это обязательство, которое стороны на себя взяли, и я говорю это ради суверенитета и независимости Ливана и защиты гражданского населения. Спасибо, дамы и господа, у меня еще будет возможность поговорить с вами об этом позже. Армения принимает 8-е заседание Европейского политического сообщества. Встреча проходит в Ереване на фоне сразу нескольких кризисов, которые определяют повестку переговоров. Премьер-министр Никол Пашинян открыл саммит и приветствовал лидеров европейских стран, а также руководителей международных организаций, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Главные темы – война США и Израиля против Ирана, ситуация вокруг Украины и безопасность Европы. Отдельный акцент – энергетика и логистика. Формат Европейского политического сообщества имеет очень большое значение. Он сыграл ключевую роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном. В 2022 году на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге была организована четырехсторонняя встреча президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Там президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли судьбоносное решение. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Это понимание создало реальную возможность заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, определило архитектуру будущего мира и привело нас к Вашингтонскому саммиту мира в августе прошлого года. Там, в Белом доме, при поддержке и участии президента США Дональда Трампа, президент Азербайджана и я приняли мирную декларацию. Президент США также подписал ее в качестве свидетеля. В присутствии 3 лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан. И сейчас мы движемся к реализации очень важного проекта — маршрут Трампа для международного мира и процветания, который будет способствовать миру за счет разблокирования региональных маршрутов и создания новых международных маршрутов с востока на запад, с юга на север, внося огромный вклад в устойчивость международных цепочек поставок. Дорогие друзья, сейчас у нас есть мир с Азербайджаном. Уже 2 года у нас нет жертв в результате перестрелок с Азербайджаном, и это беспрецедентный период с момента нашей независимости. Сейчас мы тесно работаем с Азербайджаном для укрепления и институционализации мира между нашими странами. И это первый случай, когда президент Азербайджана участвует в мероприятии, проходящем в Армении, пусть и онлайн. Но, надеюсь, у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на 10-м саммите Европейского политического сообщества. Армения и Азербайджан, кстати, взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов Европейского политического сообщества. Во время моей встречи с президентом Антонио Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они спросили мое мнение об идее провести саммит в мае 2026 года в Армении. Я поддержал это. И в свою очередь, чтобы сохранить сбалансированный подход, предложил провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято, поэтому приглашаю членов Европейского политического сообщества в Азербайджан в мае 2028 года.
И, кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это ясное свидетельство того, что мир между Азербайджаном и Арменией — это реальность. Мы живем в мире всего 9 месяцев и учимся жить в мире. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию. Президент Дональд Трамп, как уже было сказано, также подписал ее в качестве свидетеля. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст мирного соглашения. И для нас, и я уверен, для наших армянских партнеров мир уже достигнут. После фактического достижения мира Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения для Армении, введенные в начале 1990-х годов. На сегодняшний день через территорию Азербайджана в Армению было доставлено 28 тысяч тонн грузов. Азербайджан пошел еще дальше. Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо, тем самым начав торговые отношения. На данный момент в Армению экспортировано 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов. Еще одним достижением мира является связность. Маршрут Трампа для международного мира и процветания соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Кроме того, этот маршрут станет частью среднего коридора. И Армения, и Азербайджан уже видят практические выгоды мира. Пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить благодарность Европейской комиссии за ее позицию по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Среди них Европейский парламент, а также Парламентская ассамблея Совета Европы. Азербайджан является членом Совета Европы с января 2001 года. Кстати, тогда я, как глава азербайджанской делегации и депутат парламента, был одним из активных членов ПАСЕ. Наша делегация никогда не подвергалась каким-либо ограничениям в Совете Европы до января 2024 года. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы сами реализовали 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 30 лет. Спустя 4 месяца после этого ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации. К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода модус операнди для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе недопустимы. Теперь о Европейском парламенте. Этот орган, вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через 6 месяцев после окончания Второй Карабахской войны, по 30 апреля 2026 года, Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за 5 лет, своего рода одержимость. Последняя была принята всего 4 дня назад, намеренно непосредственно перед саммитом. Вместо того, чтобы заниматься фундаментальными проблемами некоторых государств-членов, такими как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацеливается на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. И причина в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности. В ответ парламент Азербайджана 1 мая принял решение официально приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех сферах, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и инициировать процедуры выхода из парламентской ассамблеи Евронест. Учитывая, что на саммитах Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и озабоченностями, я хотел проинформировать коллег о происходящем в этом вопросе, чтобы избежать дезинформации и манипуляций в связи с принятым решением. В заключение, хотел бы поздравить премьер-министра Никола Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении и отметить, что, несмотря на все усилия тех, кто пытается помешать этому процессу, Азербайджан привержен мирной повестке. И высказывания моего армянского коллеги это ясно подтверждают. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости диверсификации торговых маршрутов на фоне кризиса в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила курс на усиление обороны Европы. Нам необходимо сократить нашу чрезмерную зависимость, в частности, в 3 областях. Первое — это энергетика. Мы слишком сильно зависим от импортируемого ископаемого топлива и, следовательно, постоянно зависим от нестабильных мировых рынков.
Нам нужно наращивать собственные ресурсы в Европе. Это возобновляемая энергия и атомная энергетика, потому что они производятся внутри региона. Они дешевле и надежны. Вторая область, где нам нужна большая независимость, это оборона и безопасность. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и обеспечивать свою безопасность. Для инвестиций уже доступен значительный объем средств. Теперь нам действительно нужно ускорить и нарастить производство военных возможностей. И третий элемент — это надежные цепочки поставок. Для этого мы выходим на сотрудничество со странами, разделяющими наши подходы, чтобы заключать соглашения о свободной торговле. Мы только что заключили одно с Латинской Америкой, также сейчас с Индией или Австралией, и далее с Мексикой. Потому что с единомышленниками у вас стабильные, надежные цепочки поставок, а у Европы самая большая сеть соглашений о свободной торговле. Что вы можете сказать о Грузии и Южном Кавказе? Я бы сказала, что очень важную роль во всем этом играет Армения, поскольку связность имеет ключевое значение для наших цепочек поставок. И здесь, в частности, связность с Южным Кавказом и Центральной Азией. Здесь Армения играет важную роль. Прежде всего, приятно быть здесь, в Ереване. Здесь проходит встреча европейского политического сообщества. И Европа — это не география, это ценности и принципы. Именно поэтому мы очень рады приветствовать сегодня здесь Канаду, чтобы обсуждать актуальные вопросы. И, конечно, саммит, проходящий здесь, в Ереване, также показывает, насколько важен Кавказ, особенно сейчас, когда идет война в Иране. Мы говорим о связности, но также и об устойчивости к угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Европа также сталкивается с давлением со стороны Соединенных Штатов, будь то тарифы или объявленный вывод американских войск из Германии. Разговоры о выводе американских войск из Европы ведутся уже давно. Но, конечно, момент этого объявления стал неожиданностью. Думаю, это показывает, что нам действительно нужно укреплять европейский компонент в НАТО, и нам нужно делать больше. Американские войска находятся в Европе не только для защиты европейских интересов, но и американских. Как вы думаете, президент Дональд Трамп хочет, например, особенно наказать канцлера Фридриха Мерца в связи с последними разногласиями? Я не могу заглянуть в голову президента Дональда Трампа, поэтому он должен объяснить это сам. А что насчет Среднего коридора и Южного Кавказа? Да, конечно, Армения принимает собственные решения, и в Армении уже через месяц пройдут выборы. Европейская перспектива также находится на повестке дня, но в конечном итоге решать будут сами армяне. Если говорить о связности, насколько в текущей геополитической ситуации важен Средний коридор, где ключевым участником также является Грузия? Средний коридор чрезвычайно важен. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, и все ищут способы диверсифицировать торговые маршруты и снизить риски того, что один маршрут может быть закрыт. Поэтому связность и эти маршруты имеют крайне важное значение. Конечно, нам нужно понять, что мы можем сделать в этом направлении и кто наши партнеры. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что европейские страны усиливают военное сотрудничество с США. Ранее Вашингтон объявил о планах сократить военное присутствие в Германии, что стало дополнительным фактором напряжения внутри Альянса. При этом позиции внутри НАТО остаются неоднородными. Испания заявила, что не позволит использовать свои базы для операций против Ирана, тогда как ряд стран, включая Италию, Францию, Германию и Великобританию, продолжают оказывать логистическую поддержку. Рютте также сообщил, что европейские государства уже перебрасывают военные ресурсы ближе к региону Персидского залива, включая тральщики, готовясь к следующему этапу конфликта. Отдельно обсуждается возможная международная миссия по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Ее запуск рассматривается после завершения активной фазы войны. В Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский провел серию переговоров с лидерами Европы и партнерами Украины. Во встречах участвовали Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, а также Марк Карни. Он стал первым представителем неевропейской страны на этом формате. Саммит объединяет почти 50 государств и был создан после начала полномасштабной войны России против Украины для координации политических и стратегических решений. Ключевая тема – поддержка Киева. Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро. Кир Стармер заявил о намерении расширить сотрудничество с ЕС для поставок Украине военной техники. Отдельные переговоры прошли с премьер-министром Финляндии Петри Орпо. Обсуждалось соглашение по беспилотникам,
обмен технологиями и боевым опытом. Также Зеленский встретился с Робертом Фицо. Обсуждались двусторонние отношения и поддержка евроинтеграции Украины. Братислава заявила о готовности помогать этому процессу. Таким образом, саммит в Ереване стал площадкой для координации военной, финансовой и политической поддержки Украины со стороны союзников. Дорогие друзья, вызовы очевидны, безусловно. Во-первых, мы все это видим. Война в Иране остается неурегулированной, и она может надолго вызвать нестабильность, а также повысить стоимость жизни во всех наших странах в эти годы. И это может привести к серьезным политическим изменениям. Поэтому прежде всего наше сотрудничество в сфере энергетики и безопасности должно быть реальным сотрудничеством, и мы должны помогать друг другу готовиться к зиме и справляться с энергетическими вызовами. Мы также должны продвигать долгосрочное решение по Ормузскому проливу и для народа Ирана. Во-вторых, война России против Украины и Европы продолжается так же интенсивно, как и раньше. И это лето станет моментом, когда Владимир Путин решит, что делать дальше — расширять войну или перейти к дипломатии, и мы должны подтолкнуть его к дипломатии. Россия объявила о параде 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет впервые за многие-многие годы. Они не могут позволить себе военную технику. И они боятся, что дроны могут появиться над Красной площадью. Это показательно. Это говорит о том, что сейчас они не сильны. Поэтому мы должны сохранять давление через санкции. И я благодарю вас за 20-й пакет санкций. Я благодарен всем лидерам. Европейскому Союзу, Антониу, Урсуле. Большое спасибо. И особенно за санкции против российской нефти, военной промышленности и российских банков. Мы должны продолжать это давление. Мы должны подтолкнуть Россию к дипломатии. Пожалуйста, выступайте против любых идей смягчения санкций. Это важно. И спасибо также тем, кто борется с теневым флотом российской нефти. В-третьих, пока эта война продолжается, сильная поддержка Украины должна сохраняться. Каждый пакет помощи имеет значение, особенно системы противовоздушной обороны. Каждый вклад в программу Pearl имеет значение. И нам нужны новые пакеты Pearl в этом году, в мае. Это помогает нам защищаться от баллистических угроз. И я считаю, что Европа должна быть способна производить все необходимое для защиты от любых баллистических атак и других видов вооружений самостоятельно. Мы предлагаем вклад в оборону Европы. Наши соглашения по дронам объединяют страны. И нам нужна сильная защита по всей Европе от дронов и любых атак, потенциальных атак в воздухе, на море и на суше. Соглашения по дронам означают совместную работу, совместное производство, совместную защиту. Давайте двигаться вперед в этом направлении. И еще один момент. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нам нужно продолжать давление, и нам нужен мир. И, конечно, это приоритет номер один. Нам нужно найти работающий дипломатический формат. Европа должна быть за столом переговоров в любых переговорах. Мы находимся в контакте с Соединенными Штатами и понимаем их взгляды и позиции. Но было бы правильно выработать единый европейский голос для переговоров с Россией. Спасибо. В ночь на 4 мая в Москве произошел взрыв. Беспилотник попал в жилую высотку на Мосфильмовской улице. Инцидент случился за несколько дней до 9 мая. По данным местных телеграм-каналов, дрон ударил по верхним этажам здания. Очевидцы публиковали видео пролета беспилотника над Подмосковьем и момент взрыва. Сообщается о повреждении фасада и выбитых окнах. Осинт-аналитики утверждают, что аппарат прошел через несколько эшелонов ПВО. По их оценке, маршрут пролегал через зоны ответственности не менее 10 полков ЭС-400 и десятков комплексов «Панцирь» и «Тор». Также по этим данным, дрон обошел позиции на крышах в центре города и достиг цели примерно в 6-7 километрах от Кремля. Российская Минобороны заявила, что за ночь было сбито более 100 беспилотников над разными регионами, включая московский. При этом официально о попадании в Москве не сообщалось. Отдельные источники предполагают, что использовался ударный дрон, однако подтверждения этой информации нет.
Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности перед парадом 9 мая. В столице России развернуты дополнительные системы ПВО, а часть мероприятий проходит в ограниченном формате. 3 человека погибли, еще несколько заболели на борту круизного судна, следовавшего через Атлантику. По данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксирован как минимум 1 подтвержденный случай хантавируса. Редкой, но потенциально смертельной инфекции. Речь идет о судне MV Hondius, принадлежащем нидерландской компании Ocean Wide Expeditions. Круиз начался в Аргентине около 3 недель назад. Маршрут проходил через Антарктику и завершался у островов Кабо-Верде. На борту находились примерно 150 пассажиров. Всего пострадали 6 человек. 3 скончались, еще 1 находится в реанимации в Южной Африке. По данным европейских СМИ, среди погибших как минимум 2 гражданина Нидерландов. Британские источники сообщают, что один из тяжелых пациентов – турист из Великобритании. К сожалению, не существует специфических вакцин против этих вирусных заболеваний. Не существует и специфических противовирусных препаратов для лечения заболевания у людей. Лечение в основном сводится к поддерживающей терапии, то есть раннее выявление случаев, обращение за медицинской помощью и попадание в учреждения, способные оказать необходимую помощь. Например, в данном случае при дыхательной недостаточности это крайне важно. Но специфических медицинских вмешательств на данный момент просто не существует. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован и находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил его представитель, не уточнив причины госпитализации и сроки пребывания в больнице. Джулиани – одна из самых узнаваемых фигур американской политики первой половины 2000-х годов. После терактов 11 сентября он получил неофициальное прозвище «Мэр Америки» за действия в кризисной ситуации. Об этом напоминают ведущие американские СМИ. В последние годы его имя чаще фигурировало в судебных разбирательствах. Джулиани был одним из ключевых юристов Дональда Трампа и участвовал в попытках оспорить результаты выборов 2020 года. Эти действия привели к уголовным обвинениям в нескольких штатах и гражданским искам, включая дело о клевете со стороны работников избирательной системы. Американские издания также отмечают, что его юридическая карьера фактически была приостановлена. Лицензия адвоката была аннулирована после дисциплинарных разбирательств. Трамп назвал Джулиани, своего бывшего адвоката и близкого соратника, великолепным и настоящим борцом. Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий боец и, безусловно, лучший мэр в истории Нью-Йорка, был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Какая трагедия, что с ним так плохо обращались радикальные левые безумцы, все до единого демократы. И ведь он был прав во всем. Они жульничали на выборах, фабриковали сотни историй, делали все возможное, чтобы разрушить нашу страну, а теперь посмотрите на Руди. Очень печально. Президент Дональд Джей Трамп. Ранее Джулиани уже попадал в больницу, в том числе после аварии в 2025 году. Сейчас его окружение призывает поддержать политика, подчеркивая, что он борется за свое здоровье. В Милане тысячи болельщиков вышли на площадь у собора Дуомо после того, как Интер досрочно стал чемпионом Италии. Команда оформила титул победой 2-0 над Пармой. Этого было достаточно. Накануне Наполи сыграл в ничью и потерял очки, после чего отставание стало непреодолимым. 12 баллов. Фанаты заполнили центр города, размахивали флагами и праздновали победу до поздней ночи. Для Интера это не просто титул, а реванш за прошлый сезон. Тогда команда упустила чемпионство в последний момент и потерпела крупное поражение в финале Лиги чемпионов. Теперь уверенная победа в чемпионате и полноценное возвращение на вершину итальянского футбола.